Пролог. Есть определенный вид страха, который живет не в лесу и не в заброшенных зданиях. Он живет дома, точнее, над головой. Человек так устроен, привыкает к звукам. Скрип пола в коридоре под чужими шагами, гул холодильника в 3 часа ночи, когда все остальное молчит, шум машин за окном, то нарастающий, то стихающий, как дыхание улицы. Трубы в стенах, которые время от времени что-то говорят на своем металлическом языке, постукивают, щелкают, шипят. Мы привыкаем к этим звукам настолько глубоко, что перестаем их замечать. Они становятся фоном. Они становятся частью тишины. Тишина – это не отсутствие звука. Тишина – это все звуки, к которым ты привык. Но есть звуки, к которым невозможно привыкнуть, потому что они не случайные. Потому что в них есть ритм. 3 шага в одну сторону, пауза, 3-4 секунды полной тишины. 3 шага в другую сторону, пауза, снова 3 шага, снова пауза, снова и снова, без отклонений, без сбоев, без единой лишней или недостающей доли секунды. Это не случайный шум, не труба, расширяющаяся от ночного перепада температур, не голубь, залетевший через щель в кровле и бьющийся в поисках выхода, не кот, нашедший лаз в темные пространства между этажами. Это кто-то или что-то, кто ходит, у кого есть маршрут. 3 шага в одном направлении, остановка, 3 шага обратно. И так каждую ночь, без исключений, без перерывов, без выходных и праздников. Ровно 12 минут. И потом полная, абсолютная тишина до следующей ночи. И всегда ровно в 3 часа 17 минут. Есть в этом что-то специфически узнаваемое для тех, кто вырос в советских многоэтажках. Хрущевки строили массово с конца 50-х, по всей стране, по типовым проектам, на поток. 5 этажей, именно 5, потому что по советским строительным нормам выше 5 требовался лифт, а лифт – это лишние расходы. Тонкие стены, почти нулевая звукоизоляция между квартирами, низкие потолки – 2,50. И над каждым 5-м этажом обязательный технический чердак. Длинный, темный, холодный, пустой. Там идут трубы отопления и водоснабжения. Там стропила кровли. Там ящики с песком, уложенные еще в 60-х и не тронутые с тех пор. Туда не ходят без причины. Туда ходят только слесари и кровельщики, раз в несколько лет, когда что-то протекло или замерзло. Миллионы людей в советских и постсоветских городах жили на последних этажах этих домов. Большинство никогда об этом чердаке не думали. Он просто был над головой, как потолок просто есть над головой. Нейтральный, технический, пустой. Но иногда чердак переставал быть нейтральным. Жильцы верхних этажей слышали разное. Трубы в мороз – гидравлический удар, металлический щелчок в 3 утра. Ветер в кровле, в бурю там иногда гудело так, что казалось, крыша сама дышит. Голуби, пробравшиеся через щель летом, крысы. Все это объяснимо, все это привычно. Все это часть жизни в старом доме, в которой привыкаешь за несколько ночей. Необъяснимое – другое, когда там начинают ходить. Когда шаги, настоящие шаги, с весом и ритмом, идут по деревянному настилу чердачного пола методично и правильно, как ходит только разумное существо, которое знает, куда идет и зачем. Когда слышна эта регулярность, большинство людей сначала ищут объяснение. Случайная причина всегда успокаивает. Птица, грызун, осадка фундамента. Но когда объяснения нет, когда это продолжается ночь за ночью, когда начинаешь понимать, что это не птица и не труба, тогда делаешь выбор – уехать или остаться, принять или бежать. Большинство уезжают, некоторые остаются, но платят за это свою цену. Не в 3 часа ночи, не около 4, не где-то поздно, в 3 часа 17 минут, в 3 часа и 17 минут, каждую ночь, с точностью, которая есть только у механизмов, или у чего-то, что ведет очень точный счет. Именно эта точность – вот что по-настоящему не дает покоя. Случайное не пугает.
Случайное – это природа, это дом, это жизнь. Случайное объяснимо. Ветер, здание, усадка фундамента, ночные животные. Но 3.17 – это не случайность, это не природа. Это ответ на вопрос «когда?». А за вопросом «когда» всегда стоит вопрос «кто?». И за вопросом «кто» вопрос «зачем?». Вот эти вопросы «кто» и «зачем» именно они превращают ночной шум в нечто, от чего нельзя отделаться. Потому что ты лежишь в темноте и считаешь эти шаги. 1, 2, 3. И ждешь паузу, и снова считаешь. 1, 2, 3. И в этом ожидании, в этом счете, в этой безупречной регулярности есть что-то такое, что заставляет тебя чувствовать. Это не природа, это разум, это намерение, это присутствие. Дмитрий Лещев, 34 года, инженер строительного надзора, человек, чья работа – это цифры, нормативы, акты и измерения. Снял квартиру в пятиэтажном доме по улице Октябрьской в городе Карпинске Свердловской области в конце октября 2021 года. Квартира была на 5-м этаже, последнем, верхнем. Над квартирой только чердак. Над чердаком только кровля и уральское небо. Первые 6 ночей все было нормально. На 7-ю он проснулся в 3 часа 17 минут. Он рассказал мне эту историю. Часть 1. Переезд. Дмитрий Лещев приехал в Карпинск в последних числах октября 2021 года. Его фирма, небольшое бюро строительного надзора из Екатеринбурга, получила контракт на мониторинг капитального ремонта нескольких промышленных объектов в Свердловской области. Карпинск был одним из ключевых пунктов. Там предполагалось провести реконструкцию 2 корпусов металлургического завода. Работа предстояла долгая, от 6 до 8 месяцев, с возможным продлением до 10. Снимать квартиру было и дешевле, и удобнее, чем жить все это время в единственной местной гостинице, где стояли маленькие незапоминающиеся номера и всегда немного пахло хлоркой из общих душевых. Квартиру он нашел в сентябре, еще до переезда, через местный сайт объявлений. Однокомнатная, 5-й этаж, улица Октябрьская, дом 17. Цена умеренная, как и все в небольших уральских городах. Хозяйка Людмила Ивановна, пожилая женщина, перебравшаяся к дочери в Екатеринбург год назад. Сдавала квартиру спокойно и без лишних требований. Никакого депозита, никаких бумаг. Деньги наличными раз в месяц, телефонный звонок для предупреждения, если что. Он осмотрел квартиру в конце сентября, специально приехал на 1 день. Она была простой, чистой, с советской мебелью, которую никто не менял лет 30. Темный деревянный шкаф с зеркалом, диван-кровать с немного потертыми подлокотниками, прямоугольный обеденный стол с 2 стульями. Деревянные оконные рамы, чуть покоробленные, но не дующие. Линолеум в прихожей с полосатым советским узором, вздыбленный у самого порога так, что нужно было запомнить, поднимать ногу чуть выше. На кухне маленькая газовая плита с пожелтевшими конфорками и холодильник бирюса, который гудел тихо и ровно, как давно принятый в семью старый пес. «Тихо тут?» – спросил Дмитрий, когда они с Людмилой Ивановной ходили по квартире. «Тихо», – сказала она. «Соседи нормальные, никто не шумит. Дом старый, конечно, трубы иногда...» – она махнула рукой. «Но это везде так». «Понятно, беру». Он приехал в конце октября. Привез 3 сумки с вещами и рабочий ноутбук. Обустраиваться всерьез не планировал. Командировка, временное жилье. Разложил необходимое, поставил купленный по дороге электрочайник на кухню, закинул вещи в шкаф. Октябрь на севере Свердловской области – это уже настоящая зима в ожидании. Не московская затяжная осень с мелким дождем и желтыми листьями, а уральская, сухая, резкая, с морозным запахом по утрам и с темнотой, которая наступает в 5 вечера и заканчивается в 8 утра. Небо затянуто плотными серыми слоями. Ветер с севера, сухой, промозглый, с запахом чего-то металлического, что может быть просто запах холодного железа, а может запах самого воздуха, когда он такой чистый и холодный. Березы во дворе к этому времени стояли совершенно голыми.
По ночам ветер раскачивал их, медленно, тяжело, без ритма. Их ветви иногда скрипели, задевая друг друга. Просто звук, просто осень, просто дом, в котором живут уже 60 лет. Дмитрий за первые несколько дней ощутил ритм этого дома так, как ощущают временное жилье опытные командировочные. Быстро, без лишней привязанности, но внимательно. Нужно знать, как работают трубы, как ведет себя входная дверь на морозе. Нужно запомнить, какая ступенька на лестнице скрипит, чтобы не будить соседей поздно вечером. Дом был добросовестным для своего класса и времени. Силикатный кирпич держал тепло надежнее панельных аналогов. Стяжка полов ровная, без зыбкости под шагом. Трубы в стенах шумели умеренно, щелкали в мороз на перепаде температур, иногда постукивали при напоре горячей воды. Обычный домашний шум, к которому привыкаешь за несколько ночей. Подъезд без сырости. Перила немного шатаются на 5-м пролете, но держат. Дом стареет, неторопливо, с достоинством, не разрушаясь, а просто оседая в свое время. Жильцы были такими, каких ожидаешь в домах этого типа. Пожилые – большинство. Медленные шаги в подъезде, тихие разговоры у почтовых ящиков. Окна гасли рано, в 9, в половину 10. Молодежи почти нет. Молодые из таких домов уезжают. Семья с маленьким ребенком на 3-м этаже. Дмитрий иногда слышал голоса и смех снизу. Мужчина в очках, которого он пару раз встречал на лестнице, кивали друг другу без слов. В целом, дом жил замкнуто и спокойно, в ритме людей, переживших много и теперь просто существующих там, где прожили большую часть жизни. Из всех жильцов запомнился с первого раза только Николай Степанович с 4-го этажа. Запомнился не как тревожное, как необычное. Это прямая спина, это точность слов, каждая из которых взвешена. И особенно та фраза, брошенная как мимолетное замечание, уже уходя вниз по лестнице. Иногда бывает слышно разное. Не пугайтесь, это просто старый дом. Дмитрий понял ее тогда как стандартное предупреждение про трубы. Пошел домой, сварил ужин, лег спать. Он вспомнил эту фразу только неделю спустя, когда все началось. Людмила Ивановна позвонила через несколько дней после переезда. Все ли в порядке, есть ли вопросы? Дмитрий сказал: «Все хорошо, спасибо». И почти не думая спросил: «Предыдущие жильцы, они долго у вас снимали?» Короткая пауза. «По-разному», — ответила она ровно. «Работа, обстоятельства, у всех свое. А почему вы спрашиваете?» «Просто так». «Ну и у вас все нормально будет», — сказала она и попрощалась. «Ну и у вас все нормально будет». Утешение без причины. Успокоение того, кто ни о чем плохом не спрашивал. Первые дни Дмитрий работал много и приходил домой поздно. Выезды на объекты, встречи с подрядчиками, документы, звонки в офис. Возвращался в 8, иногда в 9. Ел купленное, открывал ноутбук еще на час, ложился спать. Засыпал быстро. Привычка человека, который работает интенсивно. Когда ложишься, тело уже знает, что пора. На 3-й день он столкнулся с соседом. Поднимался по лестнице с тяжелыми пакетами из магазина. 5-й этаж, лифта нет. На площадке между 4-м и 5-м этажами навстречу ему спускался пожилой мужчина. Невысокий, сухощавый, с очень прямой спиной. Не напряженной, а просто прямой, как у человека, для которого прямо держаться давно уже привычка тела, а не усилие. Лет 80, может 85. Темные, глубоко посаженные глаза. Аккуратно одетый, не нарядно, но именно аккуратно, с тем вниманием к своему виду, которое бывает у одиноких пожилых мужчин, у которых некому следить за ними, но они следят сами. Он посмотрел на Дмитрия, спокойно, оценивающе, без навязчивости. «Значит, Людмила Ивановна все-таки сдала», — сказал он. Не вопрос, утверждение. «Да», — сказал Дмитрий, ставя один пакет на ступеньку, чтобы дать руке отдохнуть. «Меня зовут Дмитрий. По работе тут, на несколько месяцев». «Николай Степанович», — сказал старик. 4-й этаж, прямо под вами. Если что понадобится, стучитесь».
Они поговорили несколько минут, ни о чем особенном. О погоде, что в этом году зима рано, о ремонте в подъезде, который обещали еще в позапрошлом году, о том, что в городе недавно открылся новый супермаркет, но продукты там все равно те же. Николай Степанович говорил взвешенно, медленно, не потому, что ему трудно говорить, а потому что, судя по всему, он давно привык думать перед тем, как произносить слова. Каждое было точным, никакого лишнего. Когда они начали расходиться, Николай Степанович уже сделал шаг вниз и остановился. «Людмила Ивановна вам про дом говорила что-нибудь?» – спросил он, не оборачиваясь. «Нет, только что тихо и соседи нормальные». «Ну, в целом так и есть». Пауза. «Вы на последнем этаже. Иногда бывает слышно разное. Не пугайтесь, это просто старый дом». И пошел вниз, придерживаясь рукой за перила. Дмитрий тогда не придал этому значения. Решил, что старик имеет в виду обычное – трубы, кровля, скрипы. Пятиэтажка 1963 года. Она должна шуметь. Это нормально. Поднялся к себе, сварил ужин, посмотрел бумаги, лег спать. Перед тем, как заснуть, лежал в темноте и думал. Профессиональная привычка. В новом здании мозг автоматически читает его структуру. Тонкие стены хрущевки, хорошо слышно соседей. Старые деревянные перекрытия, более тонкий звуковой обмен между этажами, чем в монолитных домах. Последний этаж – максимальный контакт с чердачным пространством. Он работал с такими зданиями. Трубы иногда создают странные ритмические звуки. Металлический канал с определенными точками крепления может имитировать шаги. Есть такое явление в старом фонде. Ночное тепловое расширение дает серию ритмических щелчков, воспринимаемых как движение. Объяснимо, известно, ничего необычного. Он уснул, ни о чем не беспокоясь. В ту ночь было тихо. Часть 2. Звук. Первые 6 ночей прошли нормально. Обычные звуки жилого дома в позднюю осень. Трубы время от времени издавали одиночный металлический щелчок, особенно под утро, когда температура снаружи резко падала. Соседи под полом, Николай Степанович на 4 этаже, существовали почти беззвучно. Иногда сквозь перекрытие долетал далекий, размытый звук работающего телевизора, неразличимый, как шепот в соседней комнате. С улицы редкие ночные машины, ветер, березы. Все нормально, все привычно, можно спать. На 7-ю ночь, 1 ноября, он это запомнил точно, потому что сразу записал в телефон. Он проснулся. Не от громкого звука, не от стука. Просто проснулся. Вот только что был глубоко в сне, и вдруг лежит с открытыми глазами, смотрит в темный потолок, и в голове пусто, как у человека, который только что вынырнул из воды и еще не понял, где верх. Полная бодрость, мгновенная. Он нашарил телефон на тумбочке. 3:17. Первая реакция – спать. Рано вставать. Он перевернулся на другой бок, закрыл глаза и тут услышал. Звук шел сверху. Не из стены, не с улицы, сверху, из пространства над его головой. Тяжелые, медленные шаги. Ни бег, ни суета. Методичное, спокойное хождение. Каждый шаг, четкий, с весом. Под каждым легкий деревянный отклик перекрытия, почти неслышный. 3 шага в одну сторону. Пауза. 3-4 секунды. Полная тишина. 3 шага в другую. Пауза. Он лежал с открытыми глазами и слушал. Первая эмоция – любопытство. Не страх, именно любопытство. Кто-то залез на чердак. Молодежь, бомж, кто угодно. Завтра надо звонить в управляющую. 3 шага – пауза. 3 шага – пауза. Ритм не менялся. Шаги не ускорялись и не замедлялись. Не было никаких других звуков. Ни голосов, ни скрипа сдвигаемых предметов, ни шороха по углам. Только этот маятник. 3 вправо, 3 влево, снова и снова. Равномерно, как качание. Дмитрий в какой-то момент поймал себя на том, что начал считать мысленно. 1, 2, 3, пауза. 1, 2, 3,
Он остановил себя. Это первое предупреждение, которое он не понял. Он посмотрел на телефон снова. 3:29. 12 минут прошло. Именно в эту секунду шаги прекратились. Не затихли постепенно, не замедлились, просто прекратились. Последний шаг, пауза и тишина. Та же полная тишина, что была до 3:17, как будто кто-то выключил звук. Дмитрий лежал еще несколько минут, ожидая, продолжится ли. Нет, ничего. Встал, налил воды на кухне, постоял у окна. Пустой двор внизу, фонарный столб, неподвижные березы. Записал в телефоне. 1 ноября, 3:17. Шаги над потолком. 3 в одну сторону, 3 обратно. 12 минут. На следующую ночь он не спал намеренно. Лег в темноте с телефоном в руке. Читал что-то нерабочее. Поставил тихий будильник на 3 часа 10 минут, на всякий случай. Ждал. В 3 часа 16 минут убрал телефон и лег, тихо прислушиваясь к потолку. В 3 часа 17 минут они начались снова. В точности, как в прошлый раз. Те же шаги, тот же темп, те же паузы. Дмитрий встал и прошел в коридор. Там потолок немного ниже. Он встал в середине, закрыл глаза и слушал. Здесь было отчетливее. Каждый шаг тяжелый, размеренный, с отчетливым звуком, как у взрослого человека нормального телосложения, идущего по деревянному полу в обуви. Именно в обуви, в этом Дмитрий был уверен. Шаги давали звук, у которого есть подошва, есть вес. 3 шага уходили в направлении восточной стены. Он это чувствовал потому, как точка звука смещалась над его головой. Ровно 3 шага, без 4-го. Потом пауза. Потом 3 шага возвращались ровно обратно, к исходной точке. Пауза. Маятник. 3 вправо, 3 влево. 3 вправо, 3 влево. Дмитрий стоял в темном коридоре и думал. Ни один человек, зашедший на чердак по какой угодно причине, не ходит так. Он бы искал место, шел бы по чердаку, шумел бы иначе. Не стоял бы на одном пятачке и не делал 3 шага в одну сторону и 3 обратно, раз за разом, 12 минут. Это не человек, который пришел. Это что-то, что здесь. В 3:29 звук прекратился. Ровно. Дмитрий записал. 2 ноября, 3:17. Снова. Ровно 12 минут. Это не случайность. 3-я ночь. Он снова не спал намеренно, но теперь провел более точное наблюдение. Взял наручные часы, чтобы не светить экраном. Лег в темноте. Ждал. В 3:17 звук начался. Дмитрий встал и медленно прошел по всей квартире. Коридор, кухня, комната, слушая в разных точках. Понял несколько вещей, которые не замечал раньше. Первое. Звук был отчетливее всего в центре комнаты. Именно там, где потолок не закрыт шкафом или антресолями. Прямо посередине, под открытым перекрытием. Там шаги слышались почти так же близко, как если бы ходили по соседней комнате, а не над потолком в 20 сантиметров бетона. Второе. Шаги не ускорялись и не замедлялись ни разу за 12 минут. Он засекал промежуток между шагами по секундной стрелке. Одно прохождение – ровно 4 секунды от первого шага до последнего. Пауза – ровно 3 секунды. Снова 4, снова 3. Без единого отклонения. Третье. Тональность звука не менялась. Первый шаг точно такой же, как 100-й. Без усталости, без нарастания или убывания, без изменений веса или темпа, как метроном. Это было убеждающим. Человек, ходящий по темноте 12 минут подряд по одному маршруту, неизбежно начнет варьировать, даже бессознательно. Усталость в мышцах, нарастающий дискомфорт. Любой человек, делая это в темноте снова и снова, начал бы чуть изменять шаг, чуть смещать маршрут. Но наверху ничего такого. Идеальная механическая регулярность. 4 секунды, 3, 4, 3, бесконечно. Дмитрий сидел в темноте посреди комнаты и слушал. В 3:29 все прекратилось. Он записал в блокноте.
3 ноября. Шаг 4 секунды. Пауза 3 секунды. Без вариаций. Нечеловеческая точность. Либо это механизм, либо нечто, для которого это очень важно, что не позволяет себе ошибиться. 4 ночь. 5, 6, 7. Каждый раз то же самое. Дмитрий пробовал объяснить. Птицы – голуби, влетевшие через щель. Но голуби не ходят двуногим шагом с тяжелым весом. Кот, возможно, нашел лаз, но кот не ходит по прямой с паузами, и кот не весит столько. Грызуны – нет, слишком тяжело для крысы. Осадка здания – нет, осадка не делает 3 шага и 3 шага с паузой. Оставался человек. Но человек, который приходит строго в 3:17 и уходит строго в 3:29, делая только 3 шага вправо и 3 шага влево все это время, это необычный человек. К концу первой недели Дмитрий начал замечать кое-что еще. Он стал просыпаться до звука. За 20 минут, за полчаса. Лежал в темноте, смотрел в потолок и ждал. Тело само знало, что скоро начнется. Тело не давало уснуть. Это тоже было ненормальным, и это беспокоило его даже больше, чем сами шаги. Потому что шаги можно объяснить. Пусть пока не объяснил, но в принципе можно. А вот то, что тело само начало жить по расписанию 3:17, это объяснить было сложнее. На 8-ю ночь он принял решение узнать, официальным путем через управляющую компанию, и параллельно поговорить со стариком с 4-го этажа, который знал что-то и не сказал. Часть 3. Сосед. Он постучал в квартиру 31 на 4-м этаже на следующий вечер. Долго не открывали, минуты 3, может 4. Он уже решал уходить, когда замок щелкнул. Николай Степанович открыл дверь и сразу посторонился, давая войти. Без вопросов, без «кто там?», без «зачем пришли?», как будто знал. Квартира была маленькой и очень аккуратной. Той аккуратностью одиноких пожилых людей, у которых каждая вещь стоит на своем месте не потому, что часто убирают, а потому, что никто не сдвигает. Полка с книгами, выровненная по торцу. На подоконнике 3 горшка с геранью, поливаемые строго по расписанию. Небольшой ковер в прихожей, вытертый посередине. Запах – немного чая, немного старой бумаги, немного того неуловимого запаха, который бывает в квартирах, где долго живут одни и те же люди и который нельзя описать, но можно узнать с закрытыми глазами. На стене в прихожей фотографии. Дмитрий задержался взглядом, проходя. Черно-белые, старые. Семья на даче, групповой снимок, что-то советское. И среди них отдельно, немного в стороне, фотография. Женщина средних лет с темными волосами и мальчик лет 10. Белобрысый, худой, смотрит в камеру немного из-под лобья. Серьезное лицо, замкнутое. На кухне Николай Степанович поставил чайник, молча, не спрашивая. Жест хозяина, у которого чай при гостях, автоматика. «Я по поводу чердака», — сказал Дмитрий, садясь за стол. «Я знал, что придете», — сказал старик. Не с торжеством и не с усмешкой, просто с той ровностью, которая бывает у людей, давно ожидающих неизбежного. «Когда именно вы это поняли?» «Когда вы спросили про звуки в первый раз на лестнице», — он сел напротив. «Каждый новый жилец на 5-м рано или поздно приходит с этим вопросом или уезжает молча». «Сколько было таких жильцов?» «Много. За 60 лет много». Молчание. «Вы сами слышите?» – спросил Дмитрий. «Каждую ночь, с 75-го года». Дмитрий смотрел на него. «С 1975-го. Это 46 лет». «46, да». Николай Степанович взял кружку, которую налил, но не пил из нее, просто держал. «Я привык. Не в том смысле, что перестал слышать, в том смысле, что принял». Что именно произошло в 1975-м? Долгая пауза. Не потому, что не хотел говорить, потому что собирался. «У меня был сын, Коля. Ему было 10 лет.
7 сентября 1975 года он поднялся на чердак вместе с другом, Мишей Орловым. Жили в том же доме, ровесники почти. Они часто туда лазили. Дети, чердак для них был игровым пространством. Тогда люк на площадке не был закрыт, просто деревянная крышка. Они поднялись после обеда. Миша спустился вечером, один. Коля нет. Голос у него был ровный, не сломленный, именно ровный. Это было страшнее, чем если бы он плакал. «Мишу нашли через 8 дней», — продолжил Николай Степанович. «В поле. 40 с лишним километров от города. Живой, без единой царапины. Как он туда добрался, не знал. Говорил, пошел за звуком и оказался там. 3 недели не говорил потом вообще. Потом начал. Про тот день никогда. А Коля? Колю не нашли. Никогда. Пауза. Я искал долго. Сам, помимо милиции. Годами. Ничего. И с тех пор вы слышите шаги. С той же ночи, как Коля не вернулся. С ночи 8 сентября 1975 года. 3 шага туда, 3 обратно. В 3 часа 17 минут. 12 минут. Он посмотрел на Дмитрия. Всегда. Чайник засвистел. Николай Степанович встал, выключил, налил кипяток в уже стоящие кружки с пакетиками. «Я хотел спросить вас еще кое-что», — сказал Дмитрий. «Чердак заварен. Это когда произошло?» «В январе 1997-го, после того, как там нашли Кузнецова». «Кузнецов — это слесарь из ЖЭКа, хороший мужик. Пошел чинить трубу, его нашли у восточной стены. Сидел лицом к стене, обувь рядом, снятая». Старик поставил кружки на стол. «Живой, но как будто нет». «Что с ним стало?» «В психиатрическую увезли. Там прожил несколько лет. Умер». «Он что-нибудь говорил?» Николай Степанович посмотрел на Дмитрия. «1 раз. 3 вправо, 3 влево, не сбивайся со счета». Тишина в маленькой кухне. «Николай Степанович», — произнес Дмитрий после паузы, — «вы живете в этом доме с 1975 года. После всего, что рассказали, почему вы не уехали?» Старик посмотрел на него, долго, без торопливости. «Это естественный вопрос», — сказал он. «Я сам задавал его себе, несколько раз, в разные годы». «И?» «Сначала не мог уехать практически. Работа, жена, квартира от предприятия. Тогда так просто не меняли. Потом привык, наверное. А потом понял кое-что другое». Он взял кружку и, наконец, отпил. «Если я уеду, Коля останется здесь один. Это звучит, может быть, странно, но я так думаю с тех пор, как жена умерла. Если я уеду, кто будет слышать эти шаги? Кто будет знать, что они есть?» «Жена долго жила с этим?» – спросил Дмитрий тихо. «До 92-го, 17 лет». Николай Степанович помолчал. «Она была сильный человек, гораздо сильнее меня в этом смысле. Сказала, мы не знаем, что это, и пока не знаем, мы здесь. Переедем, потеряем последнее место, где Коля был. Нельзя терять это место». «Она тоже слышала шаги?» «Каждую ночь». Пауза. «Первые месяцы она плакала. Каждую ночь, когда начиналось. Тихо, не давая мне знать. Я слышал, конечно. Делал вид, что не слышу. Так же, как она делала вид, что не слышит, что я не сплю. Мы лежали вдвоем в темноте, и каждый делал вид, что он один. Потом она перестала плакать. Просто лежала и слушала. Потом научилась засыпать под эти шаги. Я нет. До сих пор нет». «А дочь?» «Дочь родилась в 78-м. Ребенком слышала, никогда не спрашивала, что это. Дети иногда принимают как данное то, что взрослым кажется невозможным. Она выросла, уехала учиться, вышла замуж, живет в Екатеринбурге. Хорошая дочь. Приезжает на праздники. Когда ночует здесь, я знаю, что она не спит. Но она не говорит. Мы и про это не говорим». Дмитрий смотрел на фотографии за спиной старика. Черно-белые, советские, семья. Женщина с темными волосами, та, что на отдельной карточке в прихожей. «Это ваша жена?» – кивнул он. «Тамара», – произнес коротко, ровно,
как произносят имена близких, которых уже нет. Она была учительницей, русский язык и литература, очень хороший учитель. Ученики помнили ее долго, звонили еще потом. Дневник ее рукой писан? Да, она вела его с рождения Коли. Не каждый день, когда было что записать. Все, что касалось Коли и его особенности, записывала. Я думаю, это был для нее способ сохранить что-то конкретное. Не просто память, а факты. Вы читали его после? Много раз. Тихо. Особенно первые годы. Некоторые страницы знаю почти наизусть. Дмитрий думал. 46 лет. Этот человек живет здесь 46 лет под этими шагами. Каждую ночь. 3 шага туда, 3 обратно. Каждую ночь слышит, считает, не может остановиться. И при этом спокоен. Говорит ровно. Ставит чайник. Просто живет. «Как вы справляетесь?» – спросил он. 46 лет. Это очень долго. Николай Степанович посмотрел на него. Я перестал сопротивляться. Не смирился, именно перестал сопротивляться. Это разные вещи. Смирился бы, значит принял как нормальное. Но это ненормально, и я знаю. Я просто перестал тратить силы на то, чтобы это изменилось. Это есть, и я с этим живу. Одна ночь, потом следующая. Он поставил кружку на стол. Мне 83 года, может быть несколько лет еще. Каждую ночь 3 шага туда и 3 обратно. Я слышу, я считаю и жду. Чего ждете? Долгая пауза. Не знаю, может быть ничего. Может быть однажды узнаю что-нибудь напоследок. Или просто перестану слышать, это тоже что-то значило бы. «Идите», — сказал старик наконец. «Позвоните в управляющую. Потом попробуйте найти еще информацию про Кузнецова. Там была женщина, Зинаида Павловна, бухгалтер ЖЭКа 4-го, она многое помнит. Найдете через управляющую, там кто-то из старых знает. Потом возвращайтесь, расскажете». «Вы мне еще не все рассказали». «Нет», — согласился старик, — «не все». И больше не сказал ничего. Часть 4. Управляющая компания. Мастер приехал через 4 дня после заявки. Молодой парень в синей рабочей спецовке с логотипом управляющей компании, с сумкой инструментов и фонариком. Они поднялись вместе на 5-ю площадку. Под потолком стальной лист, примерно 80 на 80 сантиметров, темно-серый, с грубыми сварными швами по всему периметру. Швы выглядели как работа человека, который делал это быстро и без претензий на эстетику, но надежно. Металл прилип к металлу намертво. Мастер постучал по листу кулаком, поковырял шов ногтем в перчатке. «Держит», — констатировал он, — «нормально». «Я понимаю, что держит», — сказал Дмитрий терпеливо. «Меня интересуют звуки. Каждую ночь в 3 часа 17 минут над моим потолком шаги. Ровно 3 в одну сторону, 3 обратно. 12 минут». Мастер посмотрел на него. «Трубы холодного водоснабжения идут через чердак», – начал он с интонацией заученного текста. «Зимой, при перепаде температур, возможны гидравлические удары, которые передаются по перекрытиям как...» «Это не трубы», – перебил Дмитрий. «Я слышу это уже 8 ночей подряд. Каждую ночь, ровно в 3 часа 17 минут, ровно 12 минут. 3 шага вправо, 3 влево». Пауза. Мастер посмотрел на лист, потом на Дмитрия, потом снова на лист. «Вскрытие – это отдельное решение», – сказал он. «Нужно заявление, рассмотрение, вы из специализированной бригады. Сколько ждать?» 3-4 недели, может больше». «Понял». Мастер уехал. Дмитрий в тот же день пошел в контору управляющей компании лично. Написал заявление на бумаге, сдал под подпись секретарю. Секретарь, женщина средних лет с очень аккуратной прической, взяла бумагу, сказала «рассмотрим» с той интонацией, которая означает «скорее всего нет». Но кроме официального пути у него был и другой. Дмитрий занимался строительным надзором 12 лет. Это работа с документами, с проектными архивами, с историей объектов, с бумагами, которые никто не читает десятилетиями, но которые хранятся именно потому, что когда-то может понадобиться. Он умел работать с архивами.
умел находить то, что не афишируется, в документах, которые составлялись без мысли о том, что кто-то их когда-нибудь будет читать. Он пошел в городской архив Карпинска. Архив располагался в двухэтажном кирпичном здании рядом с городской администрацией. Помещение с особым архивным запахом, старая бумага, картонные папки, чуть кисловатый оттенок того, что бывает только в местах, где время лежит слоями. Архивариус, пожилая женщина в очках с толстыми стеклами, выслушала его запрос, ушла и вернулась с тонкой картонной папкой. По дому 17 по Октябрьской, не очень много тут. В папке было страниц 30. Плановые ремонтные акты за разные годы, акт приемки здания в эксплуатацию 1963, подпись главного инженера, несколько предписаний по электрической части, переписка с ЖЭКом про протечку кровли в 80-м. Скучно, стандартно. Все так, как и должно быть. Дмитрий читал все подряд, не листая, не пропуская. Работа с архивами научила его терпению. Важное иногда прячется в том, что выглядит скучным. Плановый ремонт кровли за 1978 год. Замена части труб горячего водоснабжения в 1985. Акт проверки после жалобы на сырость в подвале в 1991. Его взгляд задержался на акте 1991 года. В конце, почти технически, один абзац. Рекомендовано произвести обследование чердачного помещения на предмет возможной биологической активности грызунов. Поступали жалобы от жильцов. Внизу приписка. Обследование проведено. Следов биологической активности грызунов не выявлено. Жалобы жильцов отнесены к акустическим явлениям в конструкции. Жалобы жильцов. 1991 год. Дмитрий записал в блокнот. 3 периода жалоб зафиксировано документально. 1951, 1991, 2021. Мои. Потом посмотрел на запись и добавил. Плюс смерть Масленникова 1947. Исчезновение Коли 1975. Происшествие с Кузнецовым 1997. Между событиями разный срок. Не закономерность в датах, закономерность только в сути. Он думал о другом. Эти документы составлялись для отчетности, для формальности. В них есть только то, что можно описать нейтрально и подшить в папку. Что не поддавалось нейтральному описанию, в эти документы не попадало. Акустические явления в конструкции – это не объяснение. Это формула для архива. Формула, за которой прячется что-то, что чиновник от ЖЭКа не захотел или не смог записать иначе. Но был еще один лист. Дмитрий нашел его почти в самом конце папки. Отдельный, немного выцветший. Датирован январем 1997 года. 23 января 1997 года. В связи с происшествием с работником ЖЭК номер 4 В.В. Кузнецовым, чердачное помещение дома номер 17 по улице Октябрьской заблокировано для свободного доступа. Произвести установку металлического перекрытия чердачного люка силами ЖЭК номер 4. Основание. Решение начальника ЖЭК номер 4 от 23 января 1997 года. Дмитрий перечитал несколько раз. Происшествие с работником. Не несчастный случай. Не технический инцидент, не аварийная ситуация. Слово «происшествие» оно ни о чем не говорит конкретно, но говорит о том, что что-то произошло, и это что-то не вписывалось в обычные категории. В.В. Кузнецов. 23 января 1997 года. Чердак закрыт на следующий день. Дмитрий читал эти строки медленно. Слово «происшествие» в официальных документах всегда значит что-то конкретное. Это не несчастный случай. Несчастный случай называют несчастным случаем. Не техническая авария. Аварию называют аварией. Происшествие – это то, что произошло, но что описать стандартными категориями затруднительно. Чиновник, подписавший этот документ, выбрал нейтральное слово не случайно. Произвести установку металлического перекрытия. Не временно ограничить доступ.
не заблокировать до выяснения обстоятельств. Металлическое перекрытие – это навсегда. Это решение человека, который хотел закрыть вопрос быстро и раз навсегда, без расследования и без объяснений. Начальник ЖЭКа сам приехал и распорядился на следующий же день после происшествия. Значит, он видел Кузнецова, видел, как его нашли. И его реакцией на это было заварить чердак как можно скорее. Что произошло 22 или 23 января? Он выписал инициалы и вышел из архива на морозный уличный воздух. Набрал номер управляющей компании и попросил диспетчера, кто из старых сотрудников может помнить ЖЭК номер 4 90-х годов. Диспетчер помолчала, потом сказала: «Зинаида Павловна, она у нас раньше работала. Сейчас на пенсии, но иногда заходит. Адрес дать?» Часть 5. Январь 1997 года. Зинаида Павловна Горовец жила в панельной пятиэтажке на улице Советской, первый этаж, окна во двор. Дмитрий нашел ее в пятницу, во второй половине дня. Позвонил сначала по телефону, она взяла, выслушала, немного помолчала, потом сказала: «Приходите сегодня, пока помню хорошо». Небольшая квартира, чистая, с тем ощущением налаженного быта, которое бывает у людей, проживших долгую жизнь в одном месте и сделавших из него настоящий дом. На кухне вязаная скатерть, горшок с фиалкой на подоконнике, несколько фотографий детей и внуков на холодильнике под магнитами. Зинаида Павловна 70 с лишним лет, полноватая, с короткой стрижкой и очень спокойным, чуть настороженным взглядом. Она предложила чай, Дмитрий согласился. Они сели. «Василий Владимирович Кузнецов», — начала она, обхватив кружку обеими руками. «Вы про него спрашиваете?» «Да, я помню. Хорошо помню. Он работал в нашем ЖЭКе с 72-го года, 25 лет. Слесарь-сантехник. Из тех, кого принято называть костяком коллектива. Никогда не болел без причины, никогда не опаздывал, никогда не делал работу кое-как. Таких людей ценишь по-настоящему только когда теряешь». Что произошло в январе 1997-го? Зинаида Павловна немного помолчала, не потому что не знала, а потому что, видимо, каждый раз собиралась с мыслями перед тем, как рассказывать это. В январе 97-го был сильный мороз. Под конец месяца 25-28 градусов. В доме 17 по Октябрьской на чердаке прорвало трубу. Замерзло и лопнуло. Стандартное дело для старого фонда в такой мороз. Послали Кузнецова 22-го. Он поднялся, осмотрел, сказал: «Слишком холодно сейчас, нормально не запаяешь. Придет чуть теплее, вернусь». Договорились на 23-е. Она отпила чай. 23 января он пришел в ЖЭК около 10 утра, взял инструмент, сказал напарнику: «Схожу на Октябрьскую, посмотрю трубу». Это было примерно в 2 часа дня. К 5 вечера не вернулся. К 6 стали беспокоиться. Он всегда возвращался вовремя. К 7 поняли, что-то не так. Кто пошел искать? Игорь, молодой парень, новый тогда был, месяца 3 как работал. Он поехал на Октябрьскую, расспросил жильцов, никто Кузнецова не видел, кроме одного деда с 3-го этажа, который видел, как он заходил в подъезд около 2. Игорь поднялся на 5-й этаж, посмотрел на люк. Открыт, значит, Кузнецов на чердаке. Позвал, не отвечает. Она положила руки на стол. Игорь полез сам. Говорит, чердак длинный, в 4 подъезда, 50 метров. Темно, только фонарик. Звал, тишина. Прошел почти весь. Нашел у восточной стены, у самого торца дома. Как именно? Сидел на полу, лицом к стене, вплотную, почти касался лбом штукатурки. Колени подтянуты, руки на коленях, ладонями вверх.
И рядом ботинки, снятые, поставленные носками вперед, ровно, один к одному. Дмитрий слушал молча. Игорь тряс его за плечо, не реагирует. Живой, дышит, это он проверил сразу. Глаза открыты, смотрят в стену, не моргают. Игорь говорит, было такое ощущение, что Кузнецов там, но не там. Как будто кто-то вынул из него что-то главное и оставил только оболочку. «Игорь про чердак рассказывал?» – спросил Дмитрий. «Что именно там видел?» Зинаида Павловна медленно поставила кружку. «Говорил. На следующий день пришел в ЖЭК, очень бледный, сидел молча. Потом начал, отрывками. Я кое-что записала на бумажку, так, для памяти. Не думала, что это когда-нибудь понадобится». «Что он описывал?» Говорит, чердак длинный, очень холодный. Пошел с фонариком, слабый был, на небольшое время. Вдоль длинной стены. Говорит, тихо было особенно. Не мертво, другое. Как будто в тишине кто-то есть, просто молчит. Голос при зове уходил как-то не туда, не отражался от стен так, как должен, в длинном пустом пространстве. Газ. Он нашел что-то помимо Кузнецова? Говорит, у восточной торцевой стены, рядом с Кузнецовым, был след в пыли. Полоса на полу, разогнанная, как будто кто-то ходил по одному месту снова и снова. 3 шага в одну сторону, 3 обратно. Пыль сдвинута по краям. Игорь подумал, может, Кузнецов сам ходил там перед тем, как сел. Но посмотрел, полоса старая, не сегодняшняя, много раз хоженная. И что он решил? Ничего не решил, старался не думать. Говорит, когда тащил Кузнецова к выходу, очень хотелось обернуться. Что-то за спиной было, ощущение. Он не обернулся, нарочно, сознательно не обернулся. «Я знал, что если обернусь, не смогу идти дальше», так и сказал. Она смотрела на стол. Молодой парень, 23 года тогда было. Через месяц уволился, уехал в Серов. Я потом слышала через знакомых. Больше я его не видела. Скорую вызвали? Да, пока она ехала, Игорь сидел рядом с ним. Говорит, одна рука у него была холодная, совсем. Он взял ее и держал. И один раз Кузнецов очень слабо сжал руку в ответ. Один раз. Больше нет. В больнице что сказали? Физически почти в порядке. Переохлаждение. Давление немного выше нормы. Но на голос, на имя, на прикосновение не реагирует. Смотрит в одну точку. Зинаида Павловна медленно качнула головой. Неврологи смотрели, психиатры. Никаких органических причин не нашли. Перевели в психиатрическое в Серове через неделю. Он разговаривал там когда-нибудь? Пауза. Там работала медсестра, Нина. Я ее знала немного, через знакомых. Она после рассказывала. Кузнецов был почти всегда тихий, ни к кому не цеплялся. Сидел у окна или лежал. За несколько лет один раз заговорил. Один единственный раз. Громко и отчетливо, среди ночи. Дмитрий почти не дышал. 3 вправо, 3 влево, не сбивайся. Не сбивайся со счета. И больше ничего? Нина спросила. Что ты считаешь? Молчание. Больше ни слова. До самой смерти. Когда он умер? В 2003-м. Инфаркт. Ему было 68. Они помолчали. За окном шел снег. Мелкий, горизонтальный, уральский. «Люк заварили на следующий день», — сказала Зинаида Павловна. 23 января. Начальник ЖЭКа сам приехал, распорядился. Никаких объяснений коллективу не давал, просто заварить и все. Никому туда не ходить. Я спросила его потом, что там случилось. Он сказал, ничего, просто так спокойнее. И больше к этому не возвращался. Дмитрий медленно выдохнул. Вы сами туда заходили, в тот дом? После? Один раз, летом того же года. Надо было к жильцам зайти по делу.
Я поднялась на 5-й этаж, прошла мимо этого заваренного листа. Было около полудня, светло. Она немного помолчала. Я не слышала ничего, но я остановилась у этого листа и почувствовала, что там кто-то есть. Не звук, просто ощущение. Как будто с той стороны кто-то стоит и знает, что ты здесь. Я вышла из подъезда быстро и с тех пор туда не захожу по своей воле. Дмитрий поблагодарил ее и ушел. 3 вправо, 3 влево, не сбивайся со счета. Кузнецов говорил это так, как говорят что-то важное, как предупреждают или как инструктируют кого-то, кто должен это делать.